Всем привет, рыбаки! Представляю вам топ-10 лучших игр про рыбалку. Мой рейтинг основан не на моем личном мнении, а на данных самой большой и самой популярной игровой платформы Steam, а значит рейтинг более чем объективный. Я надеюсь, что он вам понравится и вы откроете для себя какие-то новые игры про рыбалку. Итак, 10 место. На 10 месте расположилась игра Atom Fishing 2, вышедшая в 2016 году и за все время существования набравшая в своем игровом центре Steam около 5000 поклонников. Игра сделана в стиле постапокалиптической рыбалки с элементами сталкера и фоллаута. Рыбаку нужно учитывать множество факторов, в том числе влияние голода, агрессивной среды и радиации. С помощью разных устройств типа эхолота и защитного костюма можно существенно облегчить себе жизнь. Хорошая графика, волны, отблики на воде заставляют поудобнее откинуться в кресле и наслаждаться пейзажем. Ненапрягающая механика вываживания и красивые модели рыб добавляют только плюсов этой игре. Карта мира делится на несколько больших локаций, по которым можно перемещаться, повысив уровень и собрав необходимые припасы. На каждой локации, в свою очередь, есть несколько мест для рыбалки, которые становятся доступными с повышением уровня. И, конечно же, на каждой локации есть база с доской объявлений, где можно выполнять ежедневные задания, с торговыми автоматами, где можно купить рыболовное барахло, и со всякими персонажами, у которых можно взять какие-нибудь квесты. В целом, хорошо проработанный и атмосферный мир этой игры цепляет поклонников сталкера и фоллаута своей радиоактивной изюминкой, а ежедневные квесты, рыбы-мутанты и квест, проходящий через всю игру, только усиливают эффект. Игра понравится не всем, но если вам она была незнакома, рекомендую хотя бы попробовать. А у нас на очереди 9 место. На 9 месте игра от польских разработчиков Professional Fishing, вышедшая в 2018 году и набравшая за все время своего существования около 7000 поклонников. Разработчики представляют свой продукт как полностью переработанный проект с красивой и реалистичной графикой. Обещают открыть нам новый взгляд на игру с большим разнообразием рыб и возможностью участия в соревнованиях, с возможностью исследовать просто огромные территории, насладиться красивыми пейзажами. Для быстрого перемещения по этим огромным территориям можно использовать разные моторные лодки или квадроцикл. Для того, чтобы быть быстрее всех и первым попасть в нужное место, сразиться с крупным хищником, ощутить на себе реалистичную систему вываживания, используя только настоящие рыболовные приманки, разные воблеры, кренки, силиконки и колебалки. Как настоящий профессионал, учитывая динамически изменяющиеся погодные условия, попробуй поймать самую большую рыбу в своей жизни в игре Professional Fishing. А мы пока глянем, кто у нас на 8 месте. Тут у нас расположилась игра «Кот идет на рыбалку», вышедшая в 2015 году и набравшая в игровом центре Steam более 9000 поклонников. Играя за милого котика, вы будете прокачивать его уровень, получая доступ к новым снастям и приманкам. Со временем поймете, какие наживки предпочитают определенные виды рыб. В этой беззаботной и расслабляющей атмосфере поохотитесь на живца, на крупных морских хищников и, поймав несколько уникальных и дорогих особей, заработаете денег на свою первую лодку, на которой отправитесь в свое первое кругосветное путешествие, выплывая все дальше и дальше, бороздя мировой океан, вылавливая новые виды рыб вдали от суеты и забот. В общем, если вы устали от тяжести этого бренного мира, вам надоело учитывать множество различных факторов в обычных рыболовных симуляторах, вы хотите просто расслабиться и получить удовольствие, эта игра именно для вас. А у нас на очереди 7 место. На 7 месте находится игра про зимнюю рыбалку Ice Lakes, вышедшая в 2016 году и за время своего существования набравшая в игровом центре Steam около 10 000 пользователей. Игра рассказывает нам о зимней и только о зимней рыбалке. Кстати, неплохая возможность познакомиться с ней и расширить свой кругозор тем, кто ходит только на летнюю. Не такое уж и скудное разнообразие вылавливаемых видов рыб. На данный момент это 35. Поддержка мультиплеера, участие в соревнованиях, прыгающий медведь. Все это вместе со сменяющейся погодой, временем суток и огромным открытым миром по достоинству оценят любители зимней рыбалки. Добавит разнообразие игре и разные наживки, приманки, и желтый черпак, и возможность играть в онлайне вместе с друзьями или офлайн дома одному. За все время своего существования игра набрала кучу положительных отзывов
А так как она является единственным в своем роде симулятором зимней рыбалки, то в нее стоит хотя бы попробовать. А у нас на очереди 6-е место. На 6-м месте у нас находится игра от разработчиков из Великобритании, вышедшая в 2015 году Eurofishing, за время своего существования набравшая в игровом центре почти 11 тысяч пользователей. Неплохая графика, красивые пейзажи, полный контроль игрового процесса. Любителям фидерной рыбалки особенно бы понравилась вот эта фича с указанием типа дна, на который упала кормушка, ил, песок или камушки. Отдельного внимания заслуживают обучающие миссии для новичков, в которых достаточно подробно объясняются все азы и основы этого рыболовного симулятора, что само по себе является большим плюсом и облегчает знакомство новых игроков с этой игрой. Локации в игре выполнены неплохо, трава колышется, ветер дует, можно свободно гулять вдоль всего берега для выбора лучшей точки. В целом, я бы сказал, неплохая графика, красивые пейзажи. Кастомизация игрока тоже выглядит на уровне, учитываются время суток, погода, но может быть модели рыб выглядят не слишком реально, немножко мультяшными. Особенно тогда, когда они выпрыгивают из воды. Как и в других рыболовных симуляторах, существует система прокачки игрока с открытием новых оснасток, приманок, с прокачкой уровня, зарабатыванием денег, а также мультиплеер, позволяющий собраться на одном водоеме и половить рыбу с друзьями. А если бы эта игра была еще и бесплатной, то вообще бы цены и не было. Но все равно, мне кажется, стоит попробовать. А у нас на очереди 5-е место. Здесь расположился симулятор рыбалки в промышленных масштабах от норвежской команды разработчиков из 6 человек «Рыбалка в Баренцевом море», набравший в игровом центре Steam более 14 тысяч пользователей. Fishing Barents Sea заставляет по-другому посмотреть на мир рыболовных симуляторов. Здесь у вас появляется возможность порыбачить не с удочкой, а на реальных рыболовных траулерах, используя вместо спиннинга и кастинга реальные рыбопромысловые методы типа гарпуна и здоровенной промышленной сети. Увеличивайте свои доходы, прокачивая свой траулер и устанавливая дополнительные сканеры для поиска рыбы и быстрого ее обнаружения. Отправляйтесь в плавание по бурному Баренцеву морю, пока не забьете свои трюмы, и исследуйте по-настоящему огромный игровой мир. Погодные условия взяли не от балды, а на основе реальных данных за последние 20 лет. Так что прокачивайте свой рыболовный траулер, устанавливая дополнительное оборудование и отправляйтесь на морскую рыбалку. Но будьте аккуратны, а то мало ли. А у нас впереди 4-е место. Игра Ultimate Fishing Simulator, в переводе «Идеальный симулятор рыбалки», вышедшая в 2018 году и набравшая в игровом центре Steam более 20 тысяч пользователей, возможно, действительно заслуживает такого названия, набрав кучу положительных отзывов как у критиков, так и у игроков. И дело не только в красивых пейзажах, моторных лодках, по-настоящему великолепной графике, но и в таких фишках, как вид играющей приманки под водой, неплохая реализация зимней рыбалки, соответствующими картами и наборами зимней оснастки, большим выбором рыболовного снаряжения, разнообразными игровыми локациями, включая морскую рыбалку, вместе с реалистичным поведением снастей во время вываживания, хорошо продуманной физикой сопротивления рыбы, реалистичными моделями самих рыб, делают эту игру одной из лучших на рынке. Единственный минус – она не бесплатная. Ну а теперь у нас тройка лидеров. Итак, 3-е место. На 3-м месте находится игра The Fisher Online, вышедшая в октябре 2019 года. И несмотря на то, что в игровом центре у нее еще не так много пользователей, зато у нее 3-й по счету ежедневный онлайн. Игра находится в раннем доступе, но активно обновляется и в будущем будет только улучшаться. Реализованы различные плавсредства для передвижения по большим рекам и водоемам. Хочешь, езди на резиновой лодке? Боишься проткнуть? Плыви на деревянной. Или, может быть, ваша светлость предпочитает что-то более изысканное? Скучать на лодке совершенно не обязательно. Пока плывете, можешь заняться троллингом. Большая карта мира с разнообразными водоемами, число которых будет только увеличиваться. Местный магазин порадует большим количеством наживок, приманок, да и другим рыболовным снаряжением. Для того, чтобы подобрать идеальную снасть и выловить большое количество уже введенных на водоемах рыбы. Даже можно купить несколько снастей, чтобы было повеселей. Я в нее еще не играл. А вы? Как она вам? Может, пришла пора запрыгнуть в лодку и отправиться вместе нам с вами в игру The Fisher Online? Но сначала давайте посмотрим, кто у нас на 2-м месте.
На втором месте у нас игра Fishing Planet, вышедшая в 2015 году, набравшая в игровом центре Steam более 60 тысяч поклонников с ежедневным онлайном более 2000 человек. Игра по праву считается одной из лучших, радуя своих поклонников не только хорошей реалистичной графикой, но и качественным геймплеем. Игровые локации не только за счет хорошей графики, но и за счет качественно сделанной озвучки обеспечивают полное погружение в атмосферу игры. Большое количество разнообразных игровых локаций с разной погодой в разное время года, более 70 разных видов рыб, в том числе европейских, огромное количество разнообразных рыболовных снастей и комплексная сложная система поведения рыб делают ее достаточно трудной для освоения новичкам. Донат облегчает жизнь, но можно обойтись и без доната. Для этого надо подписаться на мой канал. При создании игры разработчики учитывали мнение специалистов, в частности их консультировали настоящие рыболовы-спортсмены, поэтому игра получилась не столько аркадная, сколько получилась сложная, приближенная к более реальным условиям, в которых мы вынуждены учитывать и погоду, и время суток, и даже который сейчас час. Но именно за это многие ее и полюбили. Возможно, полюбишь и ты. А теперь лидер нашего топа – первое место. Поклонники этой игры уже давно догадались, что первое место в нашем рейтинге займет игра «Русская рыбалка 4», вышедшая в 2018 году и не успевшая обогнать Fishing Planet по количеству поклонников в игровом центре, но уже успевшая обогнать все игры по количеству пользователей онлайн. Игра по праву занимает свое место, с чем мы ее и поздравляем. Знакомые с детства родные просторы, тихий дачный пруд, небольшое тихое озеро за городом или песчаный карасиный карьер, старая дедушкина деревянная лодка, ваш первый троллинг на ней, небольшой щупачок, пойманный в корягах. Все это не может не вызывать исключительно положительных эмоций, ностальгии, воспоминаний с детства, заставляет взять быстрее удочку и побежать на ближайший карасиный пруд, окунуться в эту тихую, спокойную атмосферу. Кто-то на даче или в деревне, а кто-то в игре, ставя новые рекорды. Да, в игре есть проблемы, не без них, но тем не менее игра постоянно обновляется, дополняется, улучшается, и есть что-то в ней до боли родное и знакомое, что заставляет большинство игроков делать выбор в пользу именно этой игры, а не какой-то другой. Пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, мы обязательно во все поиграем. Надеюсь, подборка была вам полезна. Пока!